В 70-е и 80-е годы прошлого века песни в его исполнении звучали из всех радиоприемников Советского Союза. Природный артистизм, яркая внешность и чистый, словно летящий голос сделали Яака Йоалу популярным не только в своей стране, но и за рубежом. После 20 лет успешной карьеры певец исчез с экранов, но его композиции до сих пор продолжают жить собственной жизнью. Яак Арнович родился в городке Вильянди на юге Эстонской ССР в июне 1950 года. Мама, работавшая музыковедом местной филармонии, заметила творческие способности сына и определила 5-летнего малыша в музыкальную школу. Там ребенок с удовольствием обучался игре на фортепиано и флейте. Подростком Яак не на шутку увлекся рок-н-роллом. В Эстонии виниловые альбомы Beatles и Rolling Stones не являлись дефицитом, и у парня была прекрасная возможность расширять свой профессиональный кругозор. Подражая заокеанским кумирам, он освоил бас-гитару и ударные, а также подумывал о создании собственного ансамбля. В Таллинское музыкальное училище юноша поступил уже вполне сформировавшейся личностью. Он исполнял рок в самодеятельных коллективах и даже успел получить опыт работы на радио. Репетиции и выступления негативно отразились на посещаемости учебного заведения, и неугодного студента поспешили отчислить. Почти сразу после ухода из училища Йоала был призван на армейскую службу, но и в армии музыкант не расставался с любимым делом. Без него не обходился ни один армейский концерт. Даже если тебе не везет иногда, помни, это не беда. Демобилизовавшись, молодой человек обосновался в Таллине и продолжил выступления не только в составе групп, но и сольно. Важными шагами на пути к популярности стали его победы на состязаниях разного уровня, от конкурса комсомольской песни до республиканского фестиваля эстрадных артистов. В 1975-м Яак поучаствовал в международном песенном конкурсе в польском Сопоте и выиграл спецприз жюри. После этого о нем заговорила не только таллинская молодежь. Харизматичного эстонца стремились прибрать к рукам предприимчивые британские продюсеры, но Йоала на предложение выгодного контракта ответил отказом. Он остался в Советском Союзе, где теперь с ним сотрудничали ведущие композиторы страны Паус, Зацепин и Тухманов. Певец много гастролировал. Его свежий вокал и оригинальная манера исполнения украшали праздничные сборные концерты и телепередачи. Скажи, зачем же тогда мы любим? Скажи, зачем мы друг друга любим? Считая дни, считая сердца. К началу 80-х Йоала стал настоящей звездой. Он ежегодно номинировался на премии «Песни года» и неизменно становился лауреатом престижного телефестиваля. Я пою в нашем городке каждый день в шумной тесноте. Ты придешь, сядешь в уголке, подберу музыку к тебе. Незадолго до распада Союза исполнительная карьера Яака Арновича начала сходить на нет. Какое-то время он еще выступал в странах Прибалтики, но затем вовсе перестал выходить на сцену. Фильмы. На счету эстрадного исполнителя есть несколько киноролей. Его элегантные манеры, приятное лицо и чарующий голос впервые попали на пленку в 1970-м, когда мужчина снялся в своей первой картине «Дуэт-дуэль». 10 лет спустя Йоала появился в фильме-концерте «Звезды Олимпийской регаты», а в 1982-м в музыкальной комедии «Двойники». Давай поиграем в любовь, такую простую земную. Я буду тебя ревновать, о верности буду мечтать, и запах вдыхая цветов не буду смотреть на другую.
В «Двойниках» артист получил главную роль. Он одновременно играл двух персонажей – певца Томаса и автогонщика Мати. С погружением в образ гонщика у актера проблем не возникло, ведь он с юности слыл заядлым спортсменом-картингистом. В кино Йола не только снимался, но и пел. Так пару композиций услышали зрители «Двойников», а за 4 года до этого певца пригласили поучаствовать в работе над фантастической мелодрамой по произведению Джона Присли «31 июня». За кадром музыкант исполнил песню Александра Зацепина на стихи Леонида Дербенева «Любовь нас выбирает». Композиция мгновенно стала хитом. Порой любовь, как ночь темна, и адской мукою она стать может вместо рая. Стать может вместо рая. Личная жизнь. Первой женой Йолы и матерью его единственного сына стала прибалтийская актриса по имени Дорис. Их брак продлился 6 лет. Вторая супруга, как и Яак, была музыкантом, которая служила солисткой в хоре. У пары не родилось наследников, но их союз продержался 30 лет. Всю жизнь Яак Арнович продолжал много работать. Он преподавал, продюсировал, сочинял и защищал авторские права музыкантов-соотечественников. На фоне кипучей общественной деятельности мужчина перенес инсульт и несколько инфарктов. Его сердце перестало биться в сентябре 2014 года. Прах артиста предали земле на лесном кладбище Таллина, где до него нашли покой многие крупнейшие деятели искусств Эстонии. Верю я, что настанет день надежды на пути прощания. Верю я, что настанет день судьбы моей. Судьбы моей. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.